Перед вами не скульптуры и не чучела. Это настоящие птицы. Это озеро сделало с ними. В Танзании есть водоем, где температура воды достигает 60 градусов Цельсия, а pH такой же, как у бытового отбеливателя. Оно убивает большинство живых существ, не разлагает их, а превращает в статуи. И при этом здесь живут 2,5 миллиона птиц. Добро пожаловать на озеро Натрон. Озеро Натрон расположено на севере Танзании, в рифтовой зоне, там, где африканская тектоническая плита буквально раскалывается надвое. У его подножия активный вулкан с невозможным именем – Олдойньоленгай. Это необычный вулкан. Его лава черная и почти холодная по сравнению с обычной магмой. Она состоит из карбоната натрия, той самой кальцинированной соды, которую вы покупаете в хозяйственном магазине. Миллионами лет эта сода вымывается в озеро. Вода накапливает ее, испаряется под африканским солнцем, и концентрация нарастает. Итог. pH воды достигает 10,5. Температура до 60 градусов. Это не просто соленое озеро, это химический реактор. Если вы видели фотографии Натрона с воздуха, вы не забудете их никогда. Вода здесь не синяя, она красная, иногда ярко-малиновая. Нет, это не кровь, хотя выглядит именно так. Причина – цианобактерии. Крошечные микроорганизмы, которые обожают то, что убивает все остальное – соль, щелочь, жару. При максимальном испарении в сухой сезон они размножаются миллиардами и красят озеро своим пигментом. Но вот что интересно. Если вы придете к берегу, вода будет выглядеть совершенно обычно. Почему? Во-первых, у берегов впадают пресные ручьи. Концентрация соли падает, бактерии исчезают. Во-вторых, красный цвет виден только сверху, когда смотришь перпендикулярно на дно. В-третьих, это сезонно. Пришли дожди, уровень воды поднялся, соль разбавилась. Озеро снова обычное. Самый жуткий красный цвет в разгар сухого сезона, и лучше всего его видно только с вертолета. В 2013 году фотограф Ник Брандт опубликовал серию снимков, которые облетели весь интернет. На них застывшие обитатели озера. Птицы, летучие мыши. Они стоят, расправив крылья. Они сидят на ветках. Они выглядят живыми, но они каменные. Что происходит? Когда животное оказывается в Натроне, агрессивная среда делает невозможным процесс гниения. В такой щелочи и жаре бактерии разложения просто не выживают. Вместо этого соли и минералы начинают обволакивать тело снаружи, слой за слоем. Медленно формируется твердый известковый панцирь – кальцинация. Животные не каменеют от прикосновения воды – это миф. Это долгий химический процесс. Но результат выглядит именно так, как будто кто-то заморозил их в последний момент жизни. И вот мы подходим к самому невероятному. В этом химическом кошмаре живут 2,5 миллиона малых фламинго. Натрон – единственное место на Земле, где они размножаются. Как они вообще выживают? Во-первых, кожа. Ноги фламинго покрыты плотной ороговевшей чешуей. Работает как химически стойкий костюм. Но только пока она цела. Даже маленькая царапина и щелочь вызовет серьезный ожог. Во-вторых, солевые железы над глазами. Они фильтруют избыток соли из крови и выводят ее через ноздри. Буквально фламинго плачет солью. Сами птицы озерную воду не пьют. Они ищут места, где из-под земли бьют пресные источники. В-третьих, клюв. Это идеальный фильтр. Он процеживает водоросли и рачков, почти не заглатывая едкую воду. И, кстати, именно здесь кроется секрет их розового цвета. Те самые цианобактерии и рачки артемии, которыми питаются фламинго, богаты каротиноидами, теми же пигментами, что делают морковь оранжевой. В организме птицы они расщепляются и откладываются в перьях. Чем лучше птица питается, тем она ярче. Чем ярче, тем привлекательнее для партнеров. Это буквально «ты то, что ты ешь». Посмотрите на эти гнезда. Они выглядят как маленькие вулканы. И это не случайно. Фламинго строят их сами, сгребая клювом вязкие илфконусы высотой до 40 сантиметров. Зачем такая высота? Температура воды у дна озера может достигать 60 градусов. Яйцо, положенное прямо на поверхность, сварится за несколько минут. Конус поднимает кладку над водой и работает как термос. Влага испаряется с боков и слегка охлаждает гнездо изнутри. Материал для строительства – вулканический пепел, сода, грязь. На солнце это схватывается как бетон. Гнездо может выдержать вес взрослой птицы. Птенец вылупляется на самой верхушке этой башни. Первые несколько дней он сидит там.
потому что его лапки еще слишком нежные, чтобы спуститься в едкую воду. Природа устроила для них буквальный замок над кислотным рвом. Фламинго не единственные, кто выбрал этот ад домом. У берегов в горячих источниках живет щелочная тиляпия, рыба, которая процветает при температуре 40 градусов, и в воде, которая мгновенно убила бы любой другой вид. В самом озере галофильные археи – это древнейшие микроорганизмы на Земле. Им не нужен кислород, им не мешает щелочь. Они поглощают свет с помощью красного пигмента – бактерия родопсина. Именно они помогают красить озеро в кровавый цвет. И, наконец, мухи-береговушки. Крошечные насекомые, чьи личинки развиваются прямо в содовом растворе, питаясь бактериями. Жизнь здесь есть, просто другая. Озеро Натрон карает, мумифицирует, обжигает и при этом дает жизнь 2,5 миллионам птиц, которых больше нигде нет. Это место напоминает: жизнь невероятно упряма. Там, где кажется, что все невозможно, она находит щель, эволюционирует, адаптируется и иногда расцветает буквально в кислоте. Натрон не просто озеро. Это доказательство того, что у природы нет запретных зон.